Сегодня большинство из нас получает львиную долю информации из интернета и всевозможных интернет-изданий. А различные гаджеты и электронные книги удовлетворяют потребность в литературе в любое время и практически в любом месте. Но сегодня я хотел бы затронуть тему не гаджетов, а книжной торговли в Харькове, вернее даже историю Харьковской книжной балки. История стихийного книжного рынка в Харькове началась задолго до появления электронных изданий, доступных в любой точке мира с приемлемым сигналом интернета. Харьковчане, рожденные в 21 веке, не застали книжную балку с ее первоначальным колоритом, без однообразных торговых павильонов, и вряд ли задумывались о происхождении ее названия. Достоверных сведений о времени начала книжной торговли в городе не существует. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что только благодаря основанию Харьковского университета в 1805 году в городе появляются первые стационарные лавки, что было обусловлено новыми потребностями жителей города. Хотя есть упоминания о книжной торговле в Харькове в 17 веке, во время существования Харьковского коллегиума. Так, в инструкции 1769 года для преподавателей коллегиума автор дает настойчивые советы покупать книги, а бедным и неимущим заимствовать книжки для чтения у других, пока сами в состоянии будут онные получить. Позднее при коллегиуме была организована продажа книг, так как сохранилась ведомость от 1792 года, в которой перечислены суммы, вырученные от продажи книг, и указаны нераспроданные книги. Хотя, конечно, о постоянной книжной торговле говорить пока не приходится. К этому же периоду относятся первые упоминания о ярмарочной книжной торговле в Харькове. Первые книжные магазины появились в Харькове в начале XIX века. Тогда книготорговлю в городе наладили иногородние купцы. Постепенно в городе увеличивалось количество книжных лавок. Так, в 1870 году в Харькове по данным Харьковского календаря за 1870 год упоминается 7 книгопродавцов. Затем еще позже образовалась целая торговая сеть. Это был подлинный книжный бум. После 1917 года начали работать официальные книжные магазины как главные источники сбыта литературы. Печатное слово стало политическим инструментом, рупором важных идей власти, поэтому должно было полностью контролироваться государством. В 1919 году отдельные издательства в Украине объединились во Всеукраинское издательство. Интерес к чтению книг охватил всех и каждого. Но сеть национализированных магазинов не удовлетворяла букинистов, желающих продать свой товар. Поэтому торговцы осуществляли продажу нелегально. Под носом у всех они устраивали места стихийной торговли, мигрируя центром города как настоящие кочевники Афени. Название балка вполне историческое. Оно прицепилось к рынку из-за банальной географии. До активной городской застройки в центре от Нагорного района до реки Лопань располагались овраги с пологими склонами, а по-простому балки. Торговали книгами у Благовещенского собора, рынка, Бурсатского спуска, каскада, на мосту между автостанцией и набережной. Незаконная продажа с рук преследовалась и была наказуема. Торгуя на мосту через реку, изобретательные харьковчане играли в прятки с милицией. Поскольку мост находился на пересечении нескольких административных районов Харькова, несколько шагов позволяли торгашам избежать преследования правоохранителей из соседнего района. Находчивые харьковчане быстро поняли, что в городе есть спрос на хорошую литературу и что на этом можно подзаработать. В Харькове стали появляться коллекционные, старинные и даже запрещенные издания. В городе на протяжении долгого времени торговля книгами носила стихийный характер. После распада Советского Союза государственные магазины, торгующие литературой, не работали, а стихийная торговля не развивалась должным образом. Как раз в это время в саду Шевченко около каскада была основана книжная балка.
Кроме печатных изданий, на базаре можно было приобрести антикварный и раритетный материал. Однако спустя пару лет в 1998 году на улице Клочковской было разрешено организовать отдельный рынок, на котором бы реализовывали книги. Такой, как сейчас мы ее знаем, книжная балка стала в 1999 году с появлением в городе концерна «Райский уголок». После того, как постройка офисного здания концерна «Райский уголок» была завершена, на одной из основных улиц города вырос книжный рынок. В Харькове была выделена территория под автостоянку и получено разрешение на торговлю книжной продукцией на территории 5000 квадратных метров. Однако современный базар занимает большую площадь, чем было отведено первоначально. В наше время книжный рынок в Харькове занимается реализацией книг, печатных изданий, полиграфической продукции, торговлей канцелярскими товарами, сувенирами, игрушками, развивающими играми для детей. Книжная балка остается известным местом продажи литературы в разных жанрах, способной конкурировать с любым книжным магазином по масштабу подборки изданий, а также длительной истории существования. Ну и, конечно, куда же балка без своих посетителей? Бывал здесь один завсегдатай, хорошо известный горожанам персонаж по прозвищу «Волшебник». Так назвали его сами харьковчане. Зачастую этого мужчину с длинными волосами и различным орудием мага в руках можно было встретить у метро «Исторический музей». Там типа он искал учеников для продолжения дела, а литературой закупался, конечно же, на балке. В приоритете у него эзотерическая и историческая литература. Приходил раз в неделю. На балке всегда ждали его с теплом и без доли иронии. Сейчас о его судьбе ничего не известно. Лично я любил здесь бывать, когда балка была еще стихийной. Было даже как-то интереснее, что ли. Тогда здесь можно было приобрести не только старые книги, но и различные журналы, найти редкие экземпляры газет. Сейчас здесь тоже неплохо, но преимущественно в наши дни это рай для книголюба. Можно найти книги, которых нет ни в одном книжном магазине Харькова. Конечно, ассортимент и цены уже не те, что были раньше, да и большинство прилавков не работает. Но все же это хороший и цивилизованный рынок. Книжная балка в Харькове – совершенно особенное место на карте города. Это место, с которого начинается Харьков, как он есть. За прилавками тут сидят особые люди, да и за книгами приходят вовсе непростые прохожие. Приятно наблюдать эту жизнь, которая пульсирует здесь вот уже 100 лет. Если будете в этих краях, заходите. Если не за книгами, то хотя бы за атмосферой.